Всем привет! Я в Дамаске, в столице Сирии. И сейчас бы я хотел затронуть тему, которая является практически всегда актуальной для России. Это цена бензина. Все мы прекрасно знаем, в каком сейчас положении находится Сирия. И тем интереснее будет узнать, сколько же стоит здесь бензин. А для чистоты эксперимента сначала мы проедемся на общественном транспорте Сирии, потом на такси, узнаем стоимость проезда и там, и там. Ну и в конечном итоге посмотрим, сколько же стоит бензин в Дамаске и, в общем, в Сирии. Вот садимся в автобус в Дамаске. И сейчас узнаем, сколько стоит там проезд. Хочу отметить, что автобусы в Сирии ездят на дизеле. Маленький микроавтобус никак не влезет. Потому что все люди нападают. Ну давайте там уже быстрее. Ты за двоих, за одного заплатил? Сколько ты заплатил? 100 лир. 100 лир за двоих. То есть с человека 50 лир. 50 лир, если доллар 500 лир, то это 10 центов. То есть примерно проезд на автобусе в Сирии стоит 6 рублей. Вот считайте сами, сколько стоит в вашем городе. Но у меня в Туле стоит 20 рублей. В Москве, я знаю, подороже, там расстояние больше. В общем, вот такое вот соотношение. А вот есть микроавтобус, короче, ну тоже типа наших маршруток. Цена там аналогичная, тоже 6 рублей. А теперь, ребят, мы садимся в такси. И посмотрим, сколько будет стоить у нас такси. Оп. Короче, стартуем 17:32. Еще хочу отметить то, что в Сирии есть определенные проблемы с бензином. То есть людям выдаются карточки, на которые они могут получать бензин. То есть нет такого неограниченного употребления бензина. И вот, несмотря на такие условия, мы сейчас скоро узнаем, сколько стоит бензин в Сирии. Ну, или 500, или можно меньше дать. Как 500 или меньше? Давай меньше. Давай сколько стоит, столько дадим. 500. А? 500. 1 доллар. В общем, отдаем таксисту 500. Это 1 доллар. И по времени сейчас посмотрим. Ехали 3 минуты, нигде не останавливались. Заплатили 1 доллар, то есть 65 рублей. И приехали тут к такому замечательному месту с надписью «Алавью Дамаскус». Я люблю Дамаск. А кому памятник здесь стоит? Обычно солдату, да? Фонтан. Вот справа здание — это национальное телевидение, а слева это значок национального телевидения, и за ним находится опера. Вот, ребят, что посмотрим, сколько стоит бензин в Сирии. Price per liter. Рейс. Не совсем непонятно, какая цена. 225 сирийских фунтов, это 1 литр, да? Да, 1 литр 225. Это, короче, полдоллара. Ну, короче, если... Только тут бензин один. Нет, 95-го, там разного, только один бензин. Полдоллара 1 литр. То есть примерно 30 рублей 28. Ну, сравнивать с Россией. А сейчас мы с вами
точно узнаем стоимость бензина в Сирии. Есть у него такой калькулятор, который берет курсы валют онлайн. Вот видим, 225 сирийских лир, это 28 рублей 81 копейка. Ну, что можно сказать? Сирия, страна, которая находится, мягко говоря, не в самых лучших условиях, имеет стоимость бензина примерно меньше 50%. А Россия, которая является одним из главных экспортеров нефти в мире, имеет, ну, вы сами знаете, какую цену. То есть, какой здесь можно сделать вывод? Якобы недра страны, принадлежащие всему народу, по сути, эксплуатируют ничтожное в количественном отношении кучка людей, которые имеют сверхдоходы. Бензин у нас растет всегда. Нефть на внешних рынках дорожает. Бензин растет из-за того, чтобы какая-то кучка людей не потеряла сверхдоходы. И если нефть на внешних рынках дешевеет, опять у нас бензин дорожает. Из-за того, что у этих людей снижается прибыль. В общем-то, вот такая философия жизни.